Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появляются новинки. Мои постоянные зрители, подписчики и подписчицы, мастера-мастерицы, вам отдельный привет. Вы знаете, вам большая группа поддержки. Я к вам сегодня с новым узорчиком. Схемы, к сожалению, у меня к нему нету. Чего нет, того нет. Но будем следить за руками. Да? Ниточки у нас, мы уже знаем. Такие ниточки, мы с ними работали. Кто не работал, новички, смотрите. Называются они Лизе Ангора Gold Simli. Далее. В 100 граммах здесь находится 500 метров. Состав 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Видите, ниточка такая металлическая, переливается. Идем далее. Нам здесь советует производитель. Берите крючок от 2 до 4. Я беру свою 3, потому что я 3 уже работала с этими ниточками. Меня, в принципе, все устраивает. Вы берете под свою плотность вязания. Я показываю вам образец. Вы берете свои ниточки, такие же, другие же, тоньше, толще, неважно какие. Самое главное, что вы берете свои нитки, согласно своим ниткам берете вы крючок. Понятно? Все. Приступаем. Так, прежде чем начать вязание, хочу показать вам саму ниточку. Если ее немножечко раскрутить, она делится на 3 ниточки. Шерсть, акрил и металлик. И видите, небольшие такие, как бы, ворсиночки, да? То есть это не сильно пушистая пряжа, но все равно эти ворсиночки для новичков, они бывают, что мешают. Поэтому сильно маленький крючочек не берите. И плюс ко всему рассчитывайте изначально, что вы будете провязывать, в каком количестве, потому что распустить, если что, будет можно. Сложно, но можно. Понятно? Но сложновато будет, не как обычная пряжа. И еще вот такой момент. Цвет 515, да, вы же будете спрашивать, какой номер цвета. На камеру передается вот точно так же, как он на самом деле есть. Очень интересный цвет. Итак, раппорт нашего узорчика сегодня равняется 12 петелек. Давайте я наберу 2 раппорта и плюс дополнительно наберу петельки для того, чтобы красиво закончился наш, скажем, узорчик. Итого плюс 13 и получается 37 воздушных петелек. Вы набираете сколько вам, конечно, необходимо. Итак, все как всегда. Для начала я делаю петельку фиксации. Ее, получается, мы при наборе петелек не считаем. Угу. Итак, петелька фиксации. А теперь 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот наш будущий образец. Далее, для удобства, потому что будет много воздушных петелек, надо будет пропускать, чтобы новички не запутались, я предлагаю сделать вспомогательный ряд. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отступаем от крючка, считаем 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Далее мы ныряем так вот в каждую петельку нашей цепочки и провязываем вот такой вот столбик с накидом. Для новичков это будет намного удобнее в дальнейшем провязывать узорчик. Плюс ко всему отработают навык провязывания столбиков с накидом. Правильно? Вот, опытные мастерицы могут перемотать, приступать сразу же к узорчику, а мы с новичками тихонечко, монотонно будем провязывать весь наш ряд. Если я набрала 37 воздушных петелек, у меня должно получиться 37 столбиков с накидом. Если вы набрали больше или меньше, то есть сами контролируйте количество петелек и столбиков. Не забывайте, 3 петельки подъема, это тоже столбик, да? Имитация столбика, мы его тоже считаем. Итак, сколько набрала столбиков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Приступаем непосредственно к узорчику. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наша дорожка первоначальная готова. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И следующие 2 столбика, 1 и 2, я буду провязывать столбиками с накидом. Это, так скажем, мои кромочные столбики. Вы можете их делать, можете не делать. Можете делать их больше, там 5, 7 штук, там так далее, да? У меня 3 столбика. Я начинаю этими столбиками ряд, я ими заканчиваю ряд, каждый. Далее, воздушная петелька. Теперь смотрите, пропускаем первоначально 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й будем делать пышный столбик. Накид.
Нырнули в 4 столбик, вытянули петельку, подтянули вот так вот, держим на крючке, не провязываем. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3. Вы можете делать и 4, и 5, и 6, и 10, да? Далее, потом все вместе провязываем, фиксируем. Вот он, пышный столбик. Чем больше вы набираете петелек, чем больше накидов, тем пышнее получается и эффектнее у вас будет пышный столбик. Но не забывайте, он кушает много пряжи. Поэтому, если захотите сделать эффектно, берите пряжи больше. Идем далее. 2 воздушные петельки. Сюда же провязываем еще один пышный столбик. Накид 1, накид 2, накид 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. 1, 2. Сюда же опять 3 раз. Делаем пышный столбик. 1, 2, 3. Провязали и зафиксировали. Вот наш веерочек из 3 пышных столбиков. Далее что мы делаем? Вот так вот подтягиваем нашу петельку. Не сильно много, не сильно мало. Левой рукой, вот первым пальцем держим вот рабочую ниточку. Далее крючком захватываем рабочую ниточку и провязываем через петельку. Есть. Теперь вот видите, у нас капелька образовалась. Нырнули в эту капельку, вытянули ниточку. Теперь 2 петельки провязываем вместе. Есть. Это называется петелька Соломона. Далее что мы делаем? Пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В 6 ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Вот такая вот красота. Далее опять сделали воздушную петельку и подтянули ее чуть-чуть, ни много ни мало, да? Опять держим ниточку левой рукой рабочую, пальчиком, прижали. Далее крючком провязываем рабочую ниточку через петельку, образовалась капелька. В эту капельку нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. У нас образовалась еще одна соломоновая петля. После второй соломоновой петли мы приступаем к провязыванию вот такого вот веерочка из пышных столбиков. Опять пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В 6 ныряем и начинаем провязывать наши пышные столбики. 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Сюда же опять пышный столбик. 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И опять сюда же 3 столбик такой пышный. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. То есть у нас получается, видите, да? Вот веерочек, петелька, петелька. Веерочек. Сейчас будет петелька, петелька. Веерочек, петелька, петелька, да? Ну и так далее. У кого там какой длины получается в образец ваш. Понятно? Вот, давайте еще раз покажу, как провязывать соломоновые петельки. Вот, мы подтянули нашу петельку и держим левой рукой рабочую ниточку. Провязали, нырнули в капельку, вытянули ниточку, провязали. 5 столбиков пропустили. 1, 2, 3, 4, 5. В 6 нырнули, провязали столбик без накида. Сделали себе еще одну петельку. И точно так же провязываем. Провязали, нырнули, вытянули, провязали. 5 столбиков пропустили. 1, 2, 3, 4, 5. В 6 начинаем провязывать наш веерочек из пышных столбиков. 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. 1, 2. Провяжу с вами до конца, да? Сюда же еще один пышный столбик. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки и сюда же 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. И смотрите, мы здесь будем заканчивать точно так же, как мы и начинали. То есть вот так вот петельку сделаем, пропустим 3 столбика. 1, 2, 3. И вот оставшиеся 3 столбика, 1, 2 и 3 петельки подъема мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, следующий столбик, 2. И в третью, получается, петельку подъема нырнули и провязали 3. Вот мои 3 кромочных столбика. Повторюсь, я заканчиваю, начинаю 3 столбиками. Вы можете делать 2 столбика, 1, 5, 7, 10, как вам будет угодно. Смотря для какого изделия у вас будет этот узорчик. Вот такой вот первоначальный наш ряд. Идем дальше. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот.
вот эти 2 столбика я провязываю как столбики с накидом. Здесь ничего сложного. Раз, 2. Далее я делаю 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И вот у нас, получается, был веерочек, да, то есть пышный столбик, 2 воздушные петельки. Вот в эту арочку из 2 воздушных петелек ныряю и провязываю 2 столбика без накида. Раз, и сюда же 2. Далее 2 воздушные петельки. Раз, 2. И в следующую арочку ныряю и провязываю 2 столбика без накида. Раз, 2. Понятно? Далее буду делать соломоновые петли. Я сделаю для себя петельку, подтяну ее и провязываю. Провязала, нырнула, вытянула, провязала. Так. И далее смотрите, мы должны будем сейчас сделать еще одну петельку, но никуда не присоединяться. Итак, вот мы подтянули нашу петельку, ее провязали, нырнули, сейчас секундочку, нырнули, вытянули и еще раз провязали. А вот теперь мы с вами присоединяемся сразу же к арочке, сразу же к веерочку, вот к этой арочке и провязываем 2 столбика без накида. Раз, 2. 2 воздушные петельки и в следующую арочку 2 столбика без накида. Раз, 2. Угу. Вот. И у нас получается, должно получиться над веерочком, да, мы столбиками без накида, над соломоновыми петельками соломоновые петельки. Веерочки столбиками без накида, соломоновые петельки и так далее до конца ряда. Угу. Давайте, до конца ряда это несложно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наша красота немножечко растет, да. Теперь, смотрите, как я закончила. Я, получается, после столбиков над веерочком сделала 3 воздушные петельки, как в самом начале, и закончила 3 столбиками, как в самом начале начинала, да, то есть мои кромочные столбики. Далее я уже сделала следующие 3 кромочных столбика, то есть это несложно. Далее что мы делаем? Мы повторяем точности самый первый ряд, но с небольшими как бы особенностями. Сейчас покажу. Итак, воздушная петелька. И мы, вот помните, арочку делали из 2 воздушных петелек. Вот мы в эту арочку будем делать веерочек из пышных столбиков. Накид 1, накид 2, накид 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Опять 2 воздушные петельки. Сюда же накид 1, накид 2, накид 3. Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И опять сюда же накид 1, накид 2, накид 3. Опять все провязали, зафиксировали. А теперь переходим к нашим соломоновым петелькам. Потянули нашу ниточку и захватили рабочую ниточку. И мы уже умеем провязывать соломоновые петельки и провязываем 1. Далее, смотрите, наша задача сделать точно так же, как в самом первом ряду. Мы присоединялись к столбикам. Да? Здесь столбиков нету, поэтому мы присоединяемся вот к нашим соломоновым петелькам. Беремся за самую серединку, ныряем и провязываем столбик без накида. Есть петелька, потянули и провязали еще раз соломоновую петельку. У нас как бы получился крестик такой из соломоновых петелек. Видите? Вот он, крестик. Раз, раз. Все. И дальше все то же самое. Опять в арочку нырнули, которую мы сделали из 2 воздушных петелек. И провязываем точно так же наш веерочек из шишечек. Да, шишечки, бубочки, пышные столбики и так далее. Зафиксировали 2 воздушные петельки и идем дальше. Угу. Все, несложно. Давайте. Здесь такой же веерочек, да, будет у нас над веерочками у нас будут веерочки. А там, где у нас соломоновые петельки, сделаем крестик такой же соломоновых петелек. То есть присоединяйтесь опять вот к этой серединке. Все, и опять у нас будут веерочки и кромочные столбики. Здесь я вас встречаю. Договорились? Несложно, я считаю. У вас получится. Вы уже большие молодцы. Итак, смотрите, вот мы сделали крестики, да, из наших петелек. И мы приступаем к следующему ряду. То есть я закончила воздушной петелькой и 3 столбиками с накидами. Уже перешла на следующий, получается, ряд. Мои 3 кромочных столбика с накидом. И далее мы повторяем полностью второй ряд. То есть узорчик состоит из 2 рядов. Вообще не сложно. То есть помните, да, мы здесь делали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся вот на нашу первую арочку. В первую арочку сделали 2 столбика с накидом. Потом 2 воздушные петельки. И опять 2 столбика с накидом. И продолжаем точно так же после наших столбиков делать следующие петельки, получается соломоновые. Угу. Воздушную петельку сделали, подтянули и провязали.
И помните, да, что наша здесь задача, мы никуда присоединяться не будем, мы будем перепрыгивать через все петельки, поэтому мы делаем следующую сразу же петельку, провязываем ее и перепрыгиваем вот к нашему, получается, веерочку, к первой арочке, 2 столбика без накида, 2 воздушные петельки и 2 столбика без накида. Далее мы будем возвращаться опять с веерочками. Поняли, да? То есть 2 ряда повторяйте. То есть сейчас вы до конца ряда проходите вот столбиками без накида, возвращаетесь вот этими веерочками. Опять столбики без накида над веерочками. Дальше опять веерочки. Понятно? То есть 2 ряда. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Должно быть очень красиво. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вяжется очень быстро. То есть буквально 2 ряда. Туда-обратно, туда-обратно. За счет вот этих вот петелек, конечно, быстренько раз провязали и побежали. Обязательно попробуйте. Очень легко, необычно. Смотрите. Когда вы будете вязать, естественно, у вас возникает такая вот волна, да, как бы волна за счет веерочков. И чтобы выровнять, как я сделала, вы можете также сделать, мы повторяем самый первый ряд. То есть у нас здесь 3 столбика пропустили, 5 столбиков, 5 столбиков, 5, 5 и в конце опять 3 столбика. Я точно так же сделала. 3 воздушные петельки, присоединилась вот к арочке столбиком без накида. Далее 5 воздушных петелек, присоединилась столбиком без накида вот к нашим, получается, соломоновым петелькам. Опять 5 воздушных петелек, столбик без накида, 5 воздушных петелек, столбик без накида. А обратно я вернулась столбиками с накидом. То есть, чтобы как в самом начале, да? Вот. Опять же, если у нас 3 воздушные петельки, значит 3 столбика. Тут столбик, столбик. 5 воздушных петелек, значит 5 столбиков, да? То есть, ничего сложного. И хотела уточнить. Вот видите, здесь я провязала, получается, столбики. Вот. Непосредственно в саму арочку, да? Вот такая получается картина. А вот в этом, получается, я решила вот в этой арочке провязать столбики непосредственно сами петельки. То есть, как бы я не призываю делать точно так же. Если у вас позволяет пряжа, позволяет крючок, зрение, усидчивость, внимательность, потому что этот процесс не быстрый, да, это будет очень долго, то провязывайте в петельку. Но смотрите, как аккуратно получается краешек. То есть вот этот вот, да, краешек и вот этот краешек. Вот, на этом хотела как бы обратить внимание. Вот такая красота. Красота у нас получается двусторонняя. Кофточка ли, палантинчик, кардиганчик, да? Смотрите, тянется за счет, естественно, воздушных петелек. Соломоновые петельки здесь смотрятся очень интересно и необычно. Давайте замерим. Так, мы, получается, с вами набирали, ну, я набирала, да, 37 воздушных петелек. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания. То есть вот у нас получается 17 сантиметров, да, ну, плюс-минус 17 сантиметров. Далее, получается, каждый веерочек мы посчитаем за 2 ряда, да? То есть 2, 4, 6, 8, 10, 12. Потом, получается, последний 13 и первый 14. Очень быстро вяжется. И это получается у нас, смотрите, 16 сантиметров. Здорово? Здорово. Нежный, воздушный, легкий, ажурный, классный, да? Только те, кто боялся вязать соломоновые петли, не бойтесь. Обязательно у вас получится. Я вам покажу сейчас узорчик, который мы вязали просто соломоновыми петельками. Так, смотрите. Вот. Тоже, кто боялся начинать и так далее. Вот, смотрите, как здорово получается. Ну да, здесь как бы пышные столбики, соломоновые петельки. Очень классно, очень тянется. Ссылочку я на него оставлю вот здесь в уголочке. Вы можете взять, попробовать, связать палантинчик, также кофточку, кардиганчик. Очень интересно, очень необычно. Очень подробно показываю, как вязать именно соломоновые петли. Итак, возвращаемся к нашему узорчику. Вот. Вы можете провязать его любой ниткой, любой пряжей, какой захотите. То есть не обязательно такой, какой показываю я. Пробуйте, творите, вытворяйте. Кто уже, возможно, вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали, что у вас получилось. Вот. Красота. Надеюсь, красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Да? И кто не подписался, подписывайтесь. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда новинки появляются на канале. Внизу стрелочка «Поделиться с друзьями», делитесь. Плюсик нажимайте, чтобы сохранить в своем плейлисте видео и смотреть, когда вам будет удобно мои видео. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.